Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз на декаду, на 10 дней. Кто или что спешит в вашу жизнь? Давайте узнаем события будущего с 10 по 20 июня. Что будет меняться или что будет происходить в эти 10 дней? Каковы события ближайших дней? И 10 дней, конечно, не такой большой период, но я так думаю, подсказки картам от карт, точнее, для нас будут. Позволим картам раскрыть последовательность событий, которую они нам хотят передать. И у нас две колоды. Первая — это у нас оракул Ленорман. Мы не задаем вопросы. Традиционно мы достаем 4 карты и смотрим, с чем могут быть связаны эти дни или события будущего с 10 по 20. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. У меня разные статьи. Есть и статьи по психологии, есть астрологические прогнозы, в том числе об энергиях по китайской астрологии, что для вас сейчас будет важно. Переходите, читайте, я оставлю ссылки. Выбирайте, что больше откликается в вашей душе. Ведь никогда не знаем, откуда придет подсказка, а жизнь наша, увы, не бывает полностью предсказуема. Итак, идем. Что же там спешит в вашу жизнь? Или кто спешит в вашу жизнь? События будущего. С чем они будут связаны? Ну, как подсказки карт. Вопросы, которые нам придется решать, или что нам нужно принять во внимание, нужно услышать. И вторая колода, колесо года. Все у нас циклично в нашей жизни. И вполне может быть, что-то и возвращается. Или сами мы какой-то гештальт не закрыли. Нужно с этим разобраться. И первая карта — это вот именно что же спешит или кто спешит. С чем будут связаны эти события, что произойдет, что будет, чего ждать. Неожиданности. Может быть, и правда какая-то откроется. Ну, может быть, человек какой-то появится неожиданно, да, или информация какая-то придет, давайте узнаем. И вот в чем же ваша фортуна, в чем ваш успех? Это как ваша сила, мои дорогие тельцы, это то, что вам помогает, какие энергии. Достанем по основным сферам жизни. Первое — это у нас дела, работа, у кого-то учеба, у кого-то документы, у кого-то бизнес, у кого-то переезд. Это все то, что по делам. Энергия денег, энергия любви или личная жизнь, хотя не всегда. Личная жизнь — это обязательно любовь. Итак, вот посмотрите, это Ленорман, который прорисовал Чарамаркетти. Древо Сферот. У вас какой-то баланс. У вас здесь намечается очень добрый период времени. И я должна сказать, правда, прочитайте. Тут даже, ну, где-то на июнь месяц такие энергии, как и по западной астрологии, если мы говорим, да, вот именно Телец, знак зодиака. Но так еще и по году рождения вы можете прочитать. В принципе, для вас могут быть добрые энергии. Для нас, для всех. Июнь может стать какой-то перезагрузкой. И вообще в событиях до конца 2025 года будут иметь основополагающее значение те энергии, с чего мы начинаем лето. Потому что лето для нас открывает возможности. С одной стороны, быть добрее к самим себе, не загонять себя в какие-то рамки. И раз мы не находимся во власти шаблона, значит, мы и не упустим какую-то возможность. Вот что-то подобное. Словно телец уже проработал хорошо, сделал все, что мог. И древо, это имеется в виду, как древо уходит или дерево корнями вглубь. У вас стабильное положение. Но вот вам дается этот период для того, чтобы сделать определенную перезагрузку. И на последующий период, уже с июля, мы будем находиться во власти несколько иных энергий, потому что на время планета Уран из вашего знака зодиака перемещается в Близнецы, пробудет до ноября. Но вот за эти несколько месяцев, а это как энергия убыстрения, энергия инноваций, каких-то революционных событий, решений, имеется в виду события, те, которые нами не совсем предсказуемы, да. Здесь могут и какие-то системы меняться, или какие-то правила, законы могут меняться, да, системы взаиморасчетов, кстати. Здесь тоже могут быть перемены, поэтому быть готовым к этим неожиданностям – хорошее правило для себя. И ваша задача – вот вашу эту уверенность перенести в будущее. И вот за эти несколько месяцев вы можете так
некоторый тезис-план себе составить, чего будут касаться как основополагающее те вопросы, которыми вам придется заниматься с конца апреля 26 года и на 7 лет. За время нахождения Урана уже не в вашем знаке, а когда окончательно он перейдет в Близнецы. И вот этот ориентир в несколько месяцев будет хорошей подсказкой. Но июнь мы пока с вами говорим, поэтому это время добрых энергий. Согласование и, может быть, по части недвижимости. Может быть, все то, что связано с вашей личной жизнью, с вашей семьей. Но и с деньгами все-таки. Вот тут в проекции будущего максимально свои ресурсы нужно применить. И ресурсы не обязательно деньги. Это ваши таланты, это ваше творчество. Ну и да, каким образом вы зарабатываете деньги, с кем вы будете готовы взаимодействовать, укрепить свое положение. Вот такая перед вами задача. Но, повторюсь, это как, знаете, полнота бытия, перезагрузка к новому качеству жизни. Любовь, мои дорогие. Ну и для тех, кто в паре, эта карта будет говорить о том, что если были какие-то недопонимания, шероховатости в ваших отношениях, вы можете все проговорить. Конечно, любая любовная история или по этой карте взаимодействия мы говорим, да, мы можем, конечно, и на личную жизнь, можем и на работу. От ваших согласований, от того, насколько вы готовы быть дипломатом, вы можете сгладить любые, как и шероховатости, так и острые углы, нейтрализовать какую-то такую накаленную обстановку, атмосферу, чего бы это ни касалось, потому что вы в конечном итоге, ну, какой-то баланс держите. И эти энергии, они, может быть, дают вам возможность как раз для себя вот эту ресурсность и перенести в будущее. Поэтому настройтесь на доброе отношение к самим себе. Не стройте для себя или вокруг себя каких-то барьеров ненужных или стен. Будьте готовы к любому диалогу, но для кого-то продолжение, личная история или, опять же, мы только что с вами говорили по поводу предыдущей карты, да, это могут быть дети, внуки у кого-то, согласование может быть и в высоких инстанциях, если мы говорим про дом, ну, значит, это у вас получится. Может быть, и далекие какие-то родственники тут тоже о себе дают знать, а может быть, и друзья из прошлого возвращаются. Я такое могу допустить. Помните, что если что-то или кто-то спешит в вашу жизнь, возвращается, значит, вам зачем-то это нужно. И, понятно, не все люди приходят в нашу жизнь надолго, а то и навсегда. Чаще мы с ними взаимодействуем на какой-то более короткий период времени, но это значит, и вам нужен человек, и вы ему нужны для чего-то. И вот это взаимодействие, оно должно быть настроено на какую-то позитивную дипломатическую ноту. Следующее событие, ближайшее событие, ух ты, и это красивая карта, башня, она называется. Башня в Ленорман, это не та башня, которая в Таро. И это, правда, согласование, чиновники, организации, учреждения, какие-то, может быть, и письма, документы. Мы что-то делаем наверняка. Вы можете, все зависит от направленности ваших целей, намерений, вопросов. Но здесь где-то карта будет говорить о том, что если ты, телец, согласуешь что-то, пропишешь на бумаге, и это согласуется вот с законами, да, или мы не идем против власти, кстати, или против какой-то системы. Мы себя не противопоставляем, а мы ищем точки взаимодействия. И чем больше ты для себя прояснишь, или чем правильнее составишь некоторые документы, тем ты себе больше словно какой-то соломки в будущее подстелишь. Почему? Потому что иногда то, что у нас решено и прописано на бумагах и по закону, вторично нас закон и оберегает, и сохраняет. Иными словами, для кого-то эта башня важные какие-то решения, бумаги, документы, которые для вас строят фундамент будущего. Вот тут нельзя, знаете, так вот расслабиться и сказать самому себе, а пусть идет, как идет. Мы, конечно, можем, но вы упускаете какую-то возможность, потому что я уже говорила, с июля месяца несколько другие энергии, и палитра возможностей, она будет тоже совершенно иная. Ну, может быть, вы даже по части личной жизни уже о чем-то задумаетесь. К примеру, была любовь,
вы встречались, была дружба, а здесь вы задумаетесь о том, чтобы не только проживать вместе, но, может быть, и оформить ваши отношения. Тогда вот тоже согласование, тоже по аркану башни. Это то, что мы оформляем уже как отношения через государственные инстанции. У кого-то может проиграться и так. Хотя, конечно, у кого-то совершенно другое, может быть, и вопросы работы. Но все равно дипломатия – это ваше все. Ну, все то, что я говорила. Посмотрите, какие добрые энергии. Тут, правда, какой-то баланс, который нужно продолжить на последующий период жизни. Больше уверенности. Древо, мы с вами говорили, уходит корнями вглубь. Я тут вижу все равно какое-то взаимодействие с конкретными ключевыми персонами. Пусть и личная жизнь, пусть это будут вопросы работы. Может быть, и новые люди входят в вашу жизнь, с которыми вам нужно будет отстроить правильное взаимодействие. Все это способствует новому качеству жизни. Карта «Дом». Вы можете, конечно, и дома улучшать жилье, делать его более таким комфортным. Или для себя, словно искать место жительства. Может быть, стоят вопросы о переезде. Значит, вы узнаете, ищете какую-то информацию, что вам более подходящее. Или то, к чему вы стремитесь, каким образом, опять же, мое место безопасности. Иными словами, тоже какая-то домашняя башня, куда мы приходим отдыхать, приводить мысли в порядок, тело в порядок, где мы чувствуем себя, как и в уединении, которое нам периодически все же для перезагрузки бывает необходимо, но и там, где мы чувствуем себя, как вот дом, моя крепость. Вот такие прекрасные энергии у вас с 10 по 20 июня. Так что же у вас тут спешит на ваш порог? Ну вот, наверное, две направляющие или два направления – чему вам придется уделять внимание. Тут может многое спешить, кстати. Но вы вот как этот человек, который сидит буквально под мухомором, и ему кажется, все кончилось, все хорошее позади, ничего я не вижу, никакого просвета. Вопросы жилья, правда, по этой карте выходят на первый план, и поэтому у вас сейчас в центре вашего внимания могут быть жилищные вопросы или обустройство дома, может быть и так. Но не все так просто, все-таки пентакли. Есть и денежная составляющая. Какие-то вопросы по деньгам, которые вам необходимо решить, чтобы завтра не было финансовой бреши. Правда, мои дорогие. Ну и вот, наверное, соединяют вот эти две важных составляющих. Ну, можно сказать и третья, но это все взаимосвязано. Поскольку это будет зависеть напрямую, как вы сумеете договориться, я об этом говорила, быть дипломатом. Пятерка пентаклей – это всегда недостаток. Вот, мои дорогие, основная задача – уйти от каких-то недопониманий, недостатка, не настаивать на своем, быть готовому к взаимодействию. Здесь могут спешить как и какие-то документы или возможности буквально для того, чтобы что-то обустроить. А все ведь зависит от нашей внутренней готовности, от нашей активности, от наших действий. Мы можем так, ну, условно говоря, просидеть под этим грибом, и ничего не меняется. А здесь вот нужно, может быть, и проявить инициативу, мои дорогие. Что-то будет спешить в вашу жизнь, но многое зависит и от вашей аккуратной инициативы и дипломатии. Неожиданности, что же у вас тут откроется или какая тайна? А ведь и правда, не случайно карта башня. И по аркану Иерофант это как высокие чиновники, согласование в высоких инстанциях. Опять же, представители могут быть власти или системы, какие-то структуры, куда мы обращаемся, потому что мы что-то должны прописать на бумаге. Или вы сами хотите некоторую перерокировку в своей жизни, может быть, переоформить какой-то договор. И у кого-то договор может быть брачный договор, а у кого-то договор, который касается труда. Значит, может быть, вам и придется общаться как на другом уровне, ступени иерархии. Не на том, на котором вы привыкли, или тот, который вы занимаете, а еще выше. И это карта учителя и ученика одновременно. Где-то нам дает совет, что откроется, если ты открыт всему новому. Для тебя очень много новых перспектив откроется. Не будь безапелляционным, не отрицай. Учись, потому что здесь будет очень важно себя перенастроить на какой-то новый лад.
Но и к вам, мои дорогие тельцы, тоже могут обращаться как к учителю. Все-таки есть иерофант. Определенно какие-то ключи в ваших руках есть. Но чаще эта карта, опять же, нам напоминает, не идем мы против власти. Мы здесь больше что-то согласовываем. Нет противодействия. И это вам по судьбе. Но вот, видимо, такой очень важный период июня, и пусть он проходит в добрых энергиях, с добрыми возможностями, значит, пространство, судьба, мои дорогие тельцы, вам дают возможность вот этой перезагрузки, чтобы перенести все самое доброе, светлое. Или подумать, куда вы будете прикладывать свои усилия, раскрывать свои таланты, с чем вы будете работать, взаимодействовать, что вы хотите вообще продолжать. И это переложить на какую-то далекую перспективу. Ваш успех, в чем ваша сила? Вот интересно, ваша сила, да, карта башня. А вот как раз вот в этой своеобразной перестройке. Все то, что я говорила, вот по этому мухомору будем говорить. Нам показано дерево, но это не то дерево, которое тут у нас с древом сферот. Но все-таки это то, что мы думали незыблемо, вечно, надолго. И здесь двояко. Кто-то уже успел от чего-то отказаться и поставил на чем-то буквально крест. И вполне вероятно, вам придется какую-то историю словно переиграть. Сделать перезагрузку. Вот я этого не исключаю, поэтому будьте готовы к неожиданностям. Вполне могу предположить, что к этому сложатся такие обстоятельства, а как будто по-другому поступить нельзя. А это будет единственный вариант. И как вы сумеете со всем взаимодействовать, на что вы будете соглашаться, как вы сумеете провести какие-то переговоры, будет зависеть на будущее качество жизни. Ведь это карта башня. Да, у нас дуб, тот, который мы думали будет стоять в века, он рушится от попадания молнии. И карта нам говорит, да, он уже трухлявый был. То есть это нам только внешне так казалось. А причина, она была уже другая. Уже какой-то механизм перемен был запущен прежде. Мы это не отменим. И это старший аркан. У вас перемены по судьбе, как будто, да? Вот. И ваша сила именно в том, как вы успеваете перестроиться, взаимодействовать, отказываться от прежних шаблонов, от того, как вы сумеете перенести свое благополучие в будущее. Как и договориться, может быть, с конкретными людьми, так и вполне вероятно, по этой карте вам придется быстро куда-то собраться в эти дни и проводить какие-то согласования в кабинетах чиновников, а для кого-то, может быть, и отправиться куда-то подальше. И это сделать будет совершенно необходимо, потому что эта карта еще и словно освобождение. Вот освобождение от того по башне, если мы классические колоды, первые колоды, это был прообраз тюрьмы, которая нас долгое время держала в рамках. В застенках, мои дорогие. И вот теперь эти стены рушатся. Понятно, мы можем испытывать невесомость или не понимать, что с этим делать. Где-то, может быть, пройти той дорогой судьбы, которую вам предлагает Вселенная, мои дорогие. Не отказывайтесь, правда, от чего-то безапелляционно. Дела, работа, бизнес, тройка чаш. В конечном итоге какой-то праздник будет. Может быть, объединить не только противоположности, посмотрите, а тут у нас даже трое. Но трое – это значит для себя иметь план А, план Б, план С, мои дорогие. И это на дела, на обучение, на бизнес, на работу. Рассматривать, может быть, разные такие направления, попробовать себя в каком-то новом деле. Не отказывайтесь, вот это точно, потому что нам здесь птенец рождается, рождение чего-то нового, новые возможности приходят к вам. Но они приходят совсем не тем путем, как вы это предполагали. Пространство меняет, словно уплотняет вокруг вас, как, знаете, какую-то невидимую субстанцию, заставляя вас и самих измениться. Но и, может быть, это для кого-то с учетом башни будет совершенно неожиданно. Но, значит, тем не менее, встречайте все то, что приходит на ваш порог. Помните, что это некоторое освобождение. И на последующий период вы себе скажете спасибо, в зависимости от того, как вы быстро проявите к чему-то инициативу или откликнетесь кому-то или на что-то, когда рассмотрите новые варианты, и праздник будет. Вот именно вы себе скажете спасибо последующие, может быть, дни,
а то и месяцы. И это тоже дорогого стоит. Что же тут по финансам? Ну, нам как будто говорят, что здесь могут быть как и деньги партнера или помощь партнера, десятка кубков для людей семейных. Может быть, это и помощь ваших родственников. Но вообще на финансы одна из самых благополучных карт. А вверху еще иерофант. Может быть, вы тут и будете что-то реструктурировать или дополнительный заработок какой-то. Но явно есть и взаимодействие. В принципе, нам говорят, деньги есть, деньги будут, но вот это благополучие с первой карты вам нужно перевести или перенести в будущее. Поэтому какие-то на сохранение не имеется в виду буквально в кубышке деньги. Нет, деньги должны работать. Или они должны вам служить. Может быть, и есть смысл пройти какие-то курсы. Все-таки иерофант вверху. Обучиться чему-то новому. А может быть, узнать, что такое новые системы взаиморасчета. И вот как раз с июля месяца первые такие ласточки теоретически мы можем ожидать за счет Урана в Близнецах. Будьте внимательны. Правда, ваше благополучие как будто нужно удвоить, утроить. Может быть, вопросы, точнее, по личной жизни, вот от аркана отшельник, когда есть смысл завершить свое одиночество. Может быть, это и ваши такие энергии, вы на своей волне, ведь отшельник – это карта независимости, и не хочется с этой независимостью прощаться. А все же вам ни одна карта уже говорит и про любовь, и про контакты, и про дом, еще и, может быть, оформление, вроде как по судьбе. Я допускаю у кого-то новое знакомство. Да, безусловно, свою собственную независимость нужно беречь, как синицу ока. Но зеницу ока – это не значит, что это мы как с флагом с этим бежим. Нет, это просто понимать, в чем вы будете участвовать, насколько глубоко, насколько вы готовы взять за кого-то ответственность, и есть ли смысл продолжать. Как это соединить вообще с вашими планами? Отшельник идет своим путем. И, может быть, историю личной жизни. Здесь придется явно что-то объединять. Вот нам карта, кстати, которая имеет число 24. И это карта любви. А если мы сложим 2 и 4, получим 6. Это какая-то победа. Это может быть и примирение. Может быть, для кого-то и будет означать выход из этого самого отшельника. Хотя мы все разные. Для кого-то из вас я могу предположить, это будет та ситуация, когда вы все-таки несколько на своей волне останетесь. Несмотря на то, что и десятка кубков. Потому что есть смысл продолжать какое-то ваше дело. Ну, может быть, это ваше творчество. И понятно, творческие люди от этого не откажутся. Или пусть это ваш бизнес. Или какая-то новая задумка, которую хочется и продолжать, и изучать. И вы чувствуете, что это вам как и по судьбе, так и на этом можно как раз какую-то новую финансовую стратегию, тактику построить. Но помните, что отшельник все-таки идет. Пусть он идет медленно, но это не стопор. Может быть, и не бегите впереди паровоза, если некоторые отношения, которые зашли в тупик, теперь они к вам словно возвращаются. Дайте пространству Вселенной все расставить по местам в свое время. И тогда карта Иерофант, ведь это, по сути, два мудреца. Два философа. Вот есть какие-то события в вашей жизни, которые вам не подвластны тоже, мои дорогие. Которые, ну, к примеру, решения других персон, да, которые нам сообщают или приносят информацию, новости. И как мы взаимодействуем, это уже мы решаем. Но на сами по себе новости или информацию мы же не влияем. Поэтому где-то к этому нужно быть готовому. Здесь по-разному могут развернутся события, но тогда для вас все равно это ведь это свободный человек, мы говорим о независимости, карта. И значит, какой-то путь все же, именно который касается вашего самовыражения честолюбивых планов, хоть это у нас и про любовь, значит, он должен быть продолжен. Ну и подумать, может быть, стоит завершить одиночество. А для кого-то, и я допускаю, пусть не для всех, но встреча с новым партнером, я ее тоже не исключаю. Если вы уже долгий период времени были один или одна в этом сольном варианте и уже внутренне готовы к тому, чтобы... Да, я понимаю, я бы хотела или хотела
это самое одиночество завершить. Будьте тогда внимательны. Карты не обещают, но энергии этого времени, этого периода, они могут вам помочь. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.